Божественная частица бога-короля Тансана в сознании Ван Дуна крайне сильна. Даже Электролюкс признал, что при жизни не мог бы сравниться с тем богом, что защищает Ван Дуна. Да, пока что они и не догадываются, что за всем этим стоит легендарный Тансан, морской бог и Асура. Что тут говорить, даже сам Ван Дун пока что не помнит о своих родителях. Что касается турнира, в этом бою Хуэйхао снова продемонстрировал 6 красных колец. Да и еще подделал кольца Ван Дуна и Сяо Сяо, но их кольца выглядят более правдоподобно, с лучшей из возможных конфигураций. Теперь все думают, что Ван Дун и Сяо Сяо также мастера 60-х рангов. В конце месяца очень хочу поблагодарить всех за вашу поддержку, особенно спонсоров канала. Японский ник Сетакана, Ангелов Мьюзик 777, Валерия Абаскалова, Александр Ионов, Тимур Софибеков, Тадеуш Клименко, Гриша Григоренко и Ван Рейн. Также спасибо за отдельные щедрые донаты Москвин Иван и за закрытие сбора на видео по боевому континенту Данила Шихметов и Кирилл в натуре. Благодаря вашей поддержке 2 канала, основной по БК и второй по расколотой битве, и дальше могут функционировать. Если у кого-то есть желание стать спонсором здесь или на Бусти, все ссылки есть в описании. И всем благодарность за вашу поддержку в виде лайков и комментариев. В целом битва была зрелищной. Некоторые моменты изменили относительно оригинала. Например, в книге Шэнь Цэ с инструментальным духом копья первой неудачной атакой навредил своим товарищам, разрушив защитный барьер носорога. А уже вторая атака копья 1000 ударов была направлена в Хуэйхао, которого в итоге защитил Сюй Саньши и Сяо Сяо. Защитные способности Сюй Саньши сработали отлично, а также Хэкайто высвободил всю свою мощь механика. Если Хуэйхао был учеником отдела духовной инженерии относительно недолго, то Хэкайто настоящий спец в использовании духовных инструментов. Первоначально именно его кандидатура рассматривалась на роль универсального солдата, но в итоге победу команде принес Хуэйхао, благодаря Ледяной Императрице и атрибуту Абсолютного Льда. После такого мощного подавления все и правда задумались насчет его красных 100 тысячелетних колец. А может, они настоящие? Но это не обмануло мастеров из Имперской Академии Солнца и Луны. Кроме того, Император Звездной Империи тоже все разузнал насчет учеников команды монстров Шрека. Следующий соперник семерки монстров – Академия Небесных Знаний. Этот матч, безусловно, будет сложнейшим матчем из всех предыдущих. Им придется противостоять сильной команде во главе с 3 королями духа, то есть 3 мастерами с 5 кольцами. В то время как в их команде даже не было никого выше 45-го ранга. Академия Небесных Знаний считается одной из сильнейших академий континента. Они придерживаются точки зрения чистой духовной силы, без использования механизмов. К сожалению, на этот раз удача не была на стороне Шрека. В результате жеребьевки матч между командами будет проходить в формате групповых сражений 2-2-3 человека. Другими словами, перед матчем 3 на 3 у них будет 2 матча 2 на 2. Победы в 2 из 3 боев достаточно, чтобы выиграть весь матч. Для Академии Шрека это, несомненно, огромный вызов. Однако именно в таких невзгодах монстры Шрека проявили свой неукротимый боевой дух. Учитель несколько раз предлагал совершить стратегическое отступление и признать проигрыш. Однако никто из учеников не хотел сдаваться. Учитель Джоу Уи изначально разработала тактику, но на этот раз инициативу взял на себя Бэй Бэй. Дзянь Нань была в группе Сюй Саньши, Хэкайто и Сяо Сяо в другой группе, а Бэй Бэй, Хуэйхао и Ван Дун в третьей. Судя по трейлеру, Сюй Саньши и Дзянь Нань появляются первыми. И, кстати говоря, это первый раз, когда они сражаются вместе и действуют как команда. Дело в том, что Дзянь Нань не сильно отвечает на симпатию Сюй Саньши, но вот здесь они сражаются плечом к плечу. В этом соревновании всеобщее внимание привлекла красивая участница из Академии Небесных Знаний. Если посмотреть на нее внимательно, то можно заметить сходство с одним из персонажей из первой части. Да, ее боевой дух на самом деле почти такой же, как боевой дух Цянь Рэнсюэ. Оба являются загадочными и могущественными ангельскими боевыми духами. Эту прекрасную участницу зовут Юй Мэнди. Она одета в серебристо-белое платье и носит золотые доспехи. Интересно то, что она может являться потомком Цянь Рэнсюэ. Дело в том, что 10 тысяч лет назад, после победы Тансана в битве богов, Бибидун погибла, но Цянь Рэнсюэ выжила. Пусть она и лишилась божественности, но она могла иметь потомков. Как мы видим, Юй Мэнди держит ангельский святой меч. И самое главное, обладает ангельским боевым духом. В трейлере прямо говорится, что у Юй Мэнди такой же навык, какой был у богини Цянь Рэнсюэ. Божественная казнь. Хотя сейчас ее дух-ангел был лишь двукрылым, он уже являлся мощным боевым духом. Когда она достигнет 70 ранга, то у нее станет 4 крыла.
А если ей удастся стать титулованной с 9 духовными кольцами, ее дух эволюционирует до 6 крыльев Серафима. В этом бою столкнется мощная атака ангельского духа против непробиваемой защиты Сюй Сэнши. Как и ожидалось, 5-й навык Юй Мэнди был крайне силен. Но Сюй Сэнши просто обязан защитить Дзянь Наньнань. На самом деле, кажется, что Сюй Сэнши и Бэйбэй – лучшая комбинация. Но Сюй Сэнши сейчас нуждается не в более сильных товарищах по команде, а в том, кто поможет высвободить весь потенциал. И в этой битве ради Дзянь Наньнань Сюй Сэнши даже смог пробудить свой дух. Будет интересная битва. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вы думаете, действительно ли появился потомок богини Цянь Линсюя. Подписывайтесь на канал и всем пока.